Здравствуйте, друзья стрельцы! Я рада вас видеть, надеюсь, вы меня тоже. У нас гадание на май 2022 года. В мае неблагоприятный или спорный астрологический фон мы имеем, потому что с 10 мая наш любимый Меркурий становится ретроградным, тем самым препятствуя нашим самым светлым, трепетным, денежным начинаниям. Ретроградный Меркурий советует не начинать новых дел и не тратить слишком много денег, потому что траты могут оказаться буквально тратами, растратами, но не вложениями. Кроме того, в первой половине мая на нас очень сильно действуют, влияют затмения солнечное и лунное. Мы оказываемся вот в таком промежутке между затмениями. Его называют иногда коридор затмений. Не знаю, насколько это обоснованно. 30 апреля случилось солнечное затмение, 16 мая будет лунное затмение. И время между этими затмениями – это время некой перезагрузки Вселенной. Поэтому готовьтесь к тому, что ваши планы будут сильно нарушаться. То, что с гарантией должно было произойти, не случится. Ну а какие-то неожиданности, совершенные неожиданности, непонятные, странные, обязательно придут. Но тут уже многое зависит от того, насколько вы верите в жизнь, насколько вы надеетесь на лучшее. Для кого-то этот коридор затмений – это время потерь, но люди более, скажем, осознанные увидят в этих потерях возможности. Если, например, это потеря работы с конца апреля до конца мая, то это возможность, безусловно, начать новую профессиональную жизнь или начать свой бизнес, вот, и так далее. Но в любом случае, конечно, май беспокойный. Вот именно из-за этого. Первая половина из-за затмений, вторая половина из-за ретроградного Меркурия. Что хочешь, то и делаем. Первые три карты расскажут стрельцам про работу. Что вас ждет, дорогие стрельцы, именно на работе, в ваших профессиональных делах или в бизнесе. Три карты. Колода Таро Кроули, вы заметили. Раз. Прекрасное начало. Два. С тузов ходим. И три. Вам достаются в категории работа тройка мечей, печальная, но не крупная. Туз пентаклей, богатый. И карта звезда, это старший аркан, она очень увлекательная, увлекающая скорее, и мечтательная. Но если говорить по порядку, тройка мечей говорит о старых печалях. Мы вспоминаем ретроградный Меркурий. Вот вообще всегда, когда приходит ретроградный Меркурий, мы вынуждены немножко оглянуться назад, провести какую-то работу над ошибками. Ретроградный Меркурий заставляет вспоминать прошлые просчеты, прошлые какие-то неприятные разговоры, неприятные ситуации, вот, и так далее. И тройка мечей, по сути, говорит о том же самом. Она говорит, что вам будет грустно в мае на работе, может быть, чуть-чуть, совсем немного будет грустно в мае, но это не новые плохие истории, это то, что случилось давно, это то, что вы пережили, это то, о чем успели поплакать и посожалеть. И вот оно почему-то, ну вот так вот противно опять дает о себе знать. Это как блики, как отблески, как какое-то эхо прошлых неприятностей или переживаний, конфликтов, может быть, там каких-то незавершенных проектов и так далее. Тройка мечей, как и все мелкие противные мечи, дает советы. Тройка мечей говорит, что печали напрасны. Вернее, они не напрасны, просто они не своевременные. Если вы сейчас грустите на работе о чем-то, то это не вовремя, об этом надо было грустить в позапрошлом году или когда-то там давно. А теперь ничего не поделаешь, можно развести руками, но лучше об этом просто забыть и двигаться вперед. Да, вот двигаться вперед. И тем более, что время позволяет, карты, по крайней мере, позволяют вам двигаться вперед. Туз пентаклей, жирный,
это карта, появление которой многие ждут и в общих гаданиях, и в личных. Туз Пентаклей обещает большую, какую-то серьезную, новую возможность. Мы говорим про работу, поэтому очень вероятно, это новая работа для вас или новый бизнес. И проект очень многообещающий. Это самая большая денежная карта в колоде Таро. То есть, если вы спрашиваете, например, будет ли мое дело процветать, будет ли оно успешным, эта карта говорит «да». Но тузы – это, знаете, первые понумерованные карты масти, это же единички. И они обещают главным образом приход возможности. То есть у вас есть шанс. А дальше эту возможность нужно, во-первых, заметить, а во-вторых, взять. Но туз Пентаклей может обещать и зарплату, которую внезапно подняли, новую должность, новое какое-то партнерство серьезное, новые сделки в вашем бизнесе. Карта очень много ресурсная. Это и полезные знакомства, это и достаточное время ваше, чтобы правильно делать работу и заняться чем-то, во что-то вложиться. Кстати, на тему вложиться для бизнесменов туз Пентаклей, такая большая денежная карта, часто обещает инвестиции, чужие деньги, деньги, которые кто-то готов вам дать на развитие бизнеса, например. Ну и карта Звезда – это новая мечта. После вот таких возможностей, которые, я надеюсь, вы используете, у вас появляется мечта. Не секрет, что любой стрелец – это самый главный мечтатель зодиака. У стрельца есть мечта дня, мечта недели, мечта месяца и мечта на всю жизнь, правда? Никто не умеет так забористо мечтать и так своими мечтами, надеждами увлекаться и увлекать, кстати, других, как стрельцы. Поэтому вот у вас появляется такая мечта состояться в работе, мечта о новой работе, мечта о смене бизнеса. Это то, что заставляет ваше сердце биться чаще, потому что вы видите возможности, шансы, вы очень вдохновляетесь и стремитесь к каким-то новым высотам. Поэтому, конечно, карты говорят, что вот старые печали, я надеюсь, будут забыты, а у вас появятся возможности начать новую работу или очень эффективно развивать то, что есть, возможно, уже с новыми как это сказать, инструментами. Если вы получите, например, новую должность, повышение, то, естественно, это вдохновляет, потому что вы больше можете сделать как начальник. Это очень хороший прогноз. Мечтайте, стремитесь к мечте, не ограничивайте себя, ставьте перед собой нереальные цели. Это советы для стрельцов на май. Дальше, безусловно, деньги. Давайте посмотрим, как сложится ваша финансовая, денежная жизнь непосредственно в этом месяце. Что мы видим? 3 карты тоже. Раз. По-моему, все еще лучше. 2 и 3. Категории деньги стрельцам выпадают рыцарь мечей, выпадает старший аркан, карта рыцарь мечей конфликтный, признаем, да? Карта солнца счастливая, она по энергетике, на туз Пентаклей похожа, и она вот под ним как раз легла у меня. И очень денежная и стабильная девятка Пентаклей. Но, безусловно, в таком наборе вот эта троица обещает стрельцам деньги достаточные. Очень-очень даже достаточные. Это набор денежный. Здесь есть и с солнцем, которое обещает как сами деньги, так и наступление какой-то необыкновенной ясности, давно забытой, и необыкновенной уверенности в деньгах, в своем кошельке. Карта Солнца говорит, что прежняя тьма, прежний какой-то туман в ваших денежных делах, запутанность, сомнения, слезы, печаль, все это отступает,
потому что вот согревается, ну, новыми, естественно, деньгами и новой какой-то денежной уверенностью. Подкрепляется значение карты девяткой пентаклей. Девятка пентаклей называется система. И она говорит о том, что ваши финансы, ваши деньги упорядочатся, придут в систему. Ну, или правильнее сказать, наверное, у вас получится как-то систематизировать, свести дебет с кредитом, привести в порядок кошелек. Не об этом ли мы все мечтаем, чтобы все было очень предсказуемо. Карты в таком наборе говорят, что стрельцам на все в мае хватит денег. На самые дерзкие, крупные проекты. Карты обещают хорошие прибыли, а самое главное долгосрочные, уверенные, то есть не случайные, кратковременные, а это то, на что можно надеяться, на долгий срок. Понятно, что здесь мы видим и новую зарплату, какую-то гарантированную, стабильную зарплату с гарантированным размером. Любые другие прибыли от бизнеса, любые дивиденды какие-то от ваших прошлых вложений. Ну, то есть, вот понимаете, да, вдруг неожиданно запутанность, запущенность сменяется вот каким-то абсолютным пониманием. Удается и долги раздать, и удается купить то, что давно было надо, но давно не покупалось. Покой, достаток, свет. То есть ваша жизнь, солнце говорит, озаряется светом денег. Разве это плохо? Конечно, это хорошо. Но мы не можем игнорировать вот эту карту. Это рыцарь мечей. Он такой конфликтный, спорный. Продолжение хорошее, поэтому скорее здесь рыцарь мечей описывает не ссору и дележку, не раздел имущества, например, с партнерами по бизнесу, а неожиданную новость, рискованную, авантюрную, может быть, очень тревожную. Но именно эта новость, приход этого сообщения, вот так вот разом решает все ваши денежные вопросы, все ваши денежные проблемы. То есть здесь рыцарь мечей – это скорее такая свежая, дерзкая, какая-то нетрадиционная мысль. Мысль о том, как заработать. Знаете, внезапный приход денег в вашу жизнь, потому что вы догадались, как заработать, где их взять, как продвинуться к каким-то денежным вершинам. Вообще считается, что стрельцы такие сибариты, потребители красивой жизни. И любой стрелец мечтает буквально красиво жить, о каких-то высотах финансовых, прямо вот такие недостижимых яхтах, островах и так далее. Вполне возможно, что вот именно этот май, если не осуществит пока эту вашу мечту крупную денежную, то очень-очень сильно приблизит. Рыцарь мечей совет дает, да, как все мечи, совет. Нужен мозговой штурм. То есть вы очень вот эту вот новую денежную реальность приблизите, если по-другому будете мыслить, если будете мыслить с риском, будете избегать рутины, разрывать какие-то привычные свои финансовые представления и шаблоны, ну и, конечно, соглашаться на риск. Карты могут описывать вам и какую-то рискованную сделку, которая грозит большими деньгами, грозит большой выгодой. И вы, естественно, здесь появляется вопрос, пойти на этот риск? Карты говорят пойти, потому что все вернется очень даже к лучшему. Это и возможность выгодно что-то продать ценное, какую-нибудь квартиру или земельный участок. И также выгодно что-то купить с большим риском и, в общем, в обстановке плохой видимости вложить деньги в бизнес, например. Но риск очень-очень оправдается. Видите, стрельцам с самого начала выпадают очень воодушевляющие карты. Правда, такие, что хочется жить, хочется дерзать. Но это прекрасно. А теперь, что
карты вам скажут про любовь. Наверное, это будет лишним напоминать вам, что май – самый романтический месяц. Время, когда все нарядные, и всем хочется гулять, наслаждаться цветущими садами, пением птиц. И, естественно, хочется влюбляться и привлекать внимание к себе. На любовь 3 карты. Раз. Так себе. 2. И 3. Категории любовь. Стрельцы получают старший аркан карту Луна. Она про любовь, в том числе, да, про любовь, про чувства, про эмоции и про тайны. Вот. Далее у нас здесь есть королева мечей, та самая злодейка, пиковая дама, часто соперница. И 3 пентаклей, ну, успокаивающая, скажем. Эта карта в сравнении с предыдущими бальзам. Карта как гарантийный талон, который говорит, что бы ни было, ничего не кончится и ничего не разрушится. Тоже довольно такой гармоничный набор мы получаем. Во-первых, карта Луна. Хорошее ее значение в чем? Хорошая новость для вас в чем? Луна, конечно, обозначает любовь. Это очень чувственная карта. И она говорит, что в жизни Стрельца в мае любовь будет. Это не пустое сердце. Может быть, это переживательная история или тайная. Тайные отношения, тайная влюбленность. Или это отношения на расстоянии. Или это любовь, которая больше терзает, чем приносит радости и удовольствия. Но, однако, это любовь. Понимаете? То есть это наполненность сердца, может быть, томлением, любовными томлениями. Тайные отношения, да, проходят по карте Луна, прогулки под луной, при лунном свете. Но прогулки там, где вас не встретят общие знакомые, потому что по каким-то причинам это могут быть отношения, которые нельзя сейчас сделать достоянием публики. Да, есть и плохие значения у этой карты для любви. Например, она обозначает тайны вашего партнера от вас. Тайны. Какие у него могут быть тайны? Да какие угодно, сколько угодно. Тут выбирай что угодно, да? Тем не менее, тайна в плохом случае, в самом, наверное, дурном проявлении, это прямо обман. Такой, знаете, откровенный, вероломный обман. Быть ли вам осторожными, если вам попадает эта карта? Не знаю. Мне кажется, любовь – это все-таки такая стезя, по которой нужно идти, не оглядываясь. Осторожность, недоверие, контроль здесь неуместны. И любовь более разрушает, особенно разрушает любовь в вашем сердце. Рядом с Луной, с картой Луна, у нас появляется королева мечей, злодейка, соперница. Ну, именно про соперничество. Кстати, вот в строгом смысле соперничество карты вам не обещают. Здесь нет таких карт. Но это какая-то женщина, которой есть дело до ваших любовных приключений или до ваших любовных переживаний. Но проще всего представить, конечно, другую женщину у вашего жениха какого-то или у вашего знакомого. И здесь сценарии могут быть разные. Вы, например, действительно влюбляетесь в какого-то парня, влюбляетесь сильно, но не можете в этих чувствах признаться даже себе, потому что есть другая женщина у него, и это вам известно. Но это самый безобидный вариант. Хуже, если тайна, которая вот здесь в любви у вас присутствует, связана с другой женщиной. Но тайная соперница, что тут ходить вокруг да около, да? Тайная соперница. Можно прямо вот произнести слово «измена», но я, наверное, не скажу, потому что для этого должны быть немножко другие карты. Вот. А может быть, в вашем-то союзе между вами двоими все хорошо, и никто никого не обманывает, никто никому не изменяет, но злодейка все равно есть. Она близко, и ей
Хочется вмешаться, хочется вас разлучить разными способами, какими-то очевидными, а может быть даже магическими, потому что эта карта еще и про магию говорит, может быть даже магическими. Эта женщина хочет вас разлучить, хочет помешать вашему счастью. Вот. Переживательно, но не скажу, что сильно плохо, потому что сейчас я вам все объясню. Я все плохое могу объяснить, рассказать, почему это хорошо. Смотрите, даже если у вас появляется какая-то соперница-злодейка, которая буквально у вас мужа хочет увести, не дай бог. Вот. Хорошие новости в том, что у вас есть муж, у вас есть кого уводить, и это значит, это какой-то достойный, завидный жених человек, да, потому что если плохенький и никому не нужен, так и соперница не появится, правда? Тут есть о чем подумать и есть что так философски как бы оценить, переоценить. Однако драматичность ситуации налицо. Вполне возможно, что вам буквально с этой злодейкой даже придется столкнуться носик к носику, выяснять отношения. А иногда, кстати, это не соперница, это злодейка или недоброжелательница, это женщина с вашей стороны. С вашей, не с его, а с вашей. Какая-то завистница, подруга, которой стало обидно, что вы теперь с мальчиком время проводите, а не с ней. Вот так вот. Но все равно карты предупреждают. Смотрите, оглядывайтесь по сторонам, кому-то не доверяете, вот какой-то женщине, может быть, не рассказывайте лишнего про свои отношения, там все в деталях, потому что кто-то не добра пожелает. Ну а тройка пентаклей здесь всего лишь продолжает заданный сюжет, говорит, что все закончится хорошо, разрешится хорошо. То есть вот эти вот происки, тайны, может быть, даже обманы, туман, запутанность, сомнения, ваши бессонные ночи, все это в итоге разменяется на мелочи, то есть окажется мельче и спокойнее, и даже продуктивнее в каком-то смысле. Вполне возможно, что даже из этого соперничества, из чужой зависти вы извлечете пользу, вы извлечете выгоду. То есть время, чужие дурные эмоции, ваши переживания или ваша ревность. Все это в итоге сработает на вас и укрепит отношения, и в чем-то вам поможет разобраться. И тройка пентаклей еще называется работа. Вот здесь вот в колоде Кроули эта карта так и подписана. Видите, да, работа. Это совет для вас. Не теряться, не сдаваться, если что-то пойдет не по плану в вашей любовной истории, а надо просто над этим, знаете, засучить рукава и просто работать. В конце концов, когда у нас вот огород сорняками забивается, мы же не ложимся в депрессии, да, не орошаем этот огород слезами, мы просто надеваем рабочие перчаточки и выпалываем эти сорняки. То есть тройка пентаклей здесь сообщает, что есть какие-то очень понятные, доступные способы разрешить вот эту вот сложную ситуацию в вашей любовной истории. Теперь расскажу предсказание карт, опишу карты для тех, кто ждет нового романтического знакомства. Безусловно, таких, я думаю, много. В мае кажется, что без этого уж никак не обойтись, да? Конечно, не обойдетесь. Новое знакомство вполне возможно. По крайней мере, новое чувство ваше, достаточно глубокое. С соперничеством каким-то очевидным или, может быть, просто с злодейством, да, придется, однако, столкнуться с самого начала. Но не опускайте руки. Вполне возможно, что определенными усилиями и проявив взрослость, понимание, вы сможете победить, в том числе соперницу. То есть предпочтение героя спорного окажется на вашей стороне, если просто вы будете мудрее, взрослее, спокойнее, веселее, доброжелательнее и полезнее, кстати. Это же пентакли, это масть, которая предполагает во всем какую-то пользу. Ну и теперь домашние дела. Дом, квартира, недвижимость.
родственники, семейный бюджет, переезды, хозяйственная часть, хозяйственная, хозчасть. Погадаем на нее. Это то, что интересует уж точно всех. Это то, что уж точно есть у всех. Это домашние хлопоты, вечная нехватка времени, чтобы совсем разобраться. 3 карты на дом Стрельцу. 1, 2 и 3. Посмотрите, как все серьезно, какие крупные карты. А домашними делами придется заниматься. Очень много всего и разного произойдет у вас дома, в семейных отношениях или просто в стенах по месту жительства. А здесь вам выпадают карта Отшельник, путь перемены, карта Маг, ваши возможности, похожие даже на магические, и Рыцарь Жезлов, движение, новости, дороги. Видите, все-таки вот какие-то перемены карта обещает. Это первое. Вот с чего у нас все начинается, это действительно перемены. Не случайные, не внезапные. Не ждите вот уж совсем таких внезапных новостей про дом и про родственников. Все это достаточно предсказуемо. Карта Отшельник говорит, что ваши перемены дома и в семье давно обдуманы. Это то, что вы взвешивали, выбирали, суетились об этом, может быть, копили деньги в конце концов. Карта Отшельник – это и смена дома, может быть. Это ваша дорога разной продолжительностью, переезд, смена квартиры, переезд в другую страну, в какой-то другой город. Причем, возможно, это перемены прежде отложены. Появление вот таких крупных жезлов часто обещает продолжение. Ранее отложенная дорога, ранее отложенный переезд, ранее отложенный ремонт, в конце концов, или смена мебели. Карты эти очень вдохновляют. Они говорят, что в своих семейных домашних делах стрельцы наконец-то на что-то решатся. Почему? Потому что вот пришло время. Потому что, например, вы поменяли работу, и логично теперь переехать туда, где у вас случилась новая работа. Если у вас это новая работа, например, за границей, то неизбежно вы за границу и переезжаете. Прежде этого давно ждали. И карта Маг, уж очень вдохновляющая всегда для всех, она вкладывает буквально в руки каждому стрельцу, любому стрельцу, некую волшебную палочку. Карта Маг уверяет вас, что у вас будет очень много возможностей. Такая сила, удивительная, редкая сила, все сделать по-своему, по своему усмотрению, по своей воле. Это расстановка каких-то сил и ролевых сил и отношений в семье. Да? Но это для таких контролирующих, влияющих людей. Это и силы, возможности переехать, перестроить дом, начать, в конце концов. Кстати, начало строительства карты могут здесь описывать. Начало строительства как дома, то есть это именно первый кирпич, фундамент вы закладываете, так и начало строительства семьи как таковой. Начало строительства семейных отношений с каким-то человеком. Карта Маг, кстати, очень везучая. Она говорит, что у вас будет все очень легко получаться, но она еще и очень ответственная. Говорит, что вот буквально вся ответственность за домашние начинания, от ремонта кухни до выхода замуж, на вас, на ваших плечах, на вашей ответственности. И именно вам нужно решать стратегические планы, тактические какие-то решения придется принимать вам. Карта Маг категорически запрещает перекладывать на другого человека принятие какого-то решения. Будут, наверное, желающие и помогать, и жертвовать, но нет. Вы и только вы. Только по-вашему, потому что сила вот эта вот волшебная, и все ресурсы в ваших руках. В целом эта троица карт описывает стрельцам некий прорыв в домашних семейных делах. И это и покупка, может быть, квартиры и дома. Помните, что только вы. Никто не поможет, никто не запретит, и никто даже
правильно не посоветует. Слушайте себя, свое сердце, собственный эгоизм, потому что маг. И, кстати, не только маг, а все 3 карты очень эгоистичные. Карты, вот тут редкий случай, хотя нет, не редкий, карты вызывают к вашему здоровому эгоизму. Поступите по-своему, даже если кто-то рядом просит сделать по-другому. Это время проявить эгоизм, сделать очень по-своему. И одну карту стрельцам я хочу достать из колоды Ленорман. Эти карты совсем другие. Колода предназначена для другого, и энергетика у нее совершенно иная. Общий тон мая. Может быть, совет будет какой-то для вас. Одна карта. Ну что ж, прекрасно, вы видите, да, здесь на картиночке кольцо. И это действительно карта обозначает кольцо. Ну, кольцо, что напрашивается сразу? Предложение. В мае Стрельца ждет предложение. Учитывая карты вот эти предыдущие, я скажу, что очевидно, точно, это предложение о работе, то есть о новой работе или о какой-то новой должности, о новом проекте. Это предложение может касаться денег, то есть предложение взять деньги, ну или вложить куда-то, потратить, или купить что-то, продать, в конце концов. То есть вот такого рода предложение. Предложение честное, открытое, на него нужно соглашаться. Судя по всему, вы в окружении доброжелательных людей, ну точно не врагов. Насколько, естественно, вопрос, насколько это может быть романтическое предложение. То есть кольцо-то похоже на помолвочное предложение выйти замуж, предложение руки и сердца. Ну вот с учетом предыдущих карт это менее похоже. То есть вероятность этого немножко поменьше, но однако не исключена. Во всех случаях карта кольцо стрельцам обещает появление одного человека или группы людей, которые, вот знаете, что-то протягивают. На, возьми. Выгодные условия какого-то контракта, выгодную работу, деньги в чистом виде, в живом виде, какую-то помощь. Это приглашение, кстати, может быть, на новую работу. То есть приглашение от знакомых людей. Это тот случай, когда на вакансию зовут именно вас, или, может быть, даже это место работы создали специально для вас, и под вас карта это советует очень людям и новостям доверять. Ну, а я, друзья мои, стрельцы, вам желаю счастливого мая, здоровья и денег побольше. Увидимся!